Всем привет! Сегодня у нас будет немножко такой импровизационный ролик, потому что я хочу показать заодно, как можно совмещать то, что тебе нужно сделать обязательно сегодня, и то, что тебе нужно сделать обязательно сегодня. В моем случае мне нужно обязательно сегодня выпустить этот ролик, и в моем случае обязательно нужно сделать зарядку. Давайте покажу, как это можно совмещать, и заодно тебе расскажу о своем походе к ревматологу. Коротко, чтобы ты понимал, да, это когда у тебя щелкают суставы, когда у тебя что-то как будто крошится, как будто сходит куда-то не в ту сторону, что-то лопается. Короче, все тебе расскажу, что связано с суставами. Я не специалист, я не врач, я тебе просто расскажу свой опыт, что я проходила в Чехии, как это все было, что по итогу я буду делать. И параллельно я буду делать разминку. Сразу говорю, она может не подходить для проблем с суставами, но пока я не начала ходить на реабилитацию, я делаю ту гимнастику, которую я знаю, и я стараюсь убирать какие-то элементы, где бы мои суставы страдали. Поэтому давай посмотрим, как все это можно совмещать. Какие у меня основные проблемы, почему пошла к ревматологу? У меня постоянно был щелкающий такой звук, как будто песочек какой-то ломился. Давайте параллельно будем начинать с вами с разминки шеи. Аккуратненько ее будем разминать. Я постоянно щелкала своим суставом, постоянно у меня вылетала челюсть. Я не могла, знаете, открывать нормально рот, кушать какие-то большие продукты. Например, я как-то раз сделала себе бутерброд, и после этого я еще часа два пыталась восстановить свою челюсть, потому что она вылетела. Эта проблема у меня возникла после того, как я относила брекеты, и я нашла здесь в Праге специалиста, который именно специализируется на том, чтобы, чтобы помочь вам вылечить ваш сустав, либо порекомендовать какие-то вещи. Собственно, сейчас шеи, кстати, рекомендую как делать, когда вы наклоняете голову вперед, чуть-чуть ее отведите в сторону, и потом уже как бы наклоняйте. Не знаю, как это правильно называется, но в таком случае у вас вот эта часть начнет естественно тянуться, потому что когда вы вот так делаете, это немножко другое. Вот так у вас тянется другое. Но если вы наклоняете голову прямо, чуть-чуть ее отводите в сторону и наклоняете, то у вас прям вот эта мышца, не знаю, я попробую приблизить, вот эта мышца, она прям начинает тянуться. Мне в одно время вообще говорил, что мне нужно делать операцию, но мы с ним не нашли никакой жидкости. И он сказал, в таком случае можно подождать и просто наблюдать. Собственно, завтра я к нему иду, и мы будем проверять, как у меня все с моим суставом. Я ходила к ревматологу, потому что меня туда отправил ортопед. Я хотела заново ставить себе брекеты, но она мне сказала, что из-за того, что у тебя щелкает сустав, наверное, этого делать не стоит. И сдай на ревматологический фактор. Ревматологический фактор – это та вещь, которая может вам показать, насколько быстро и агрессивно у вас будет развиваться артрит или артроз, если он вызван именно ревматологическим фактором. Объясню, что это значит. Это означает, что если у вас есть именно ревматологический фактор, то вашу проблему будут решать одним путем. Если у вас нет ревматологического фактора, то будут решать совершенно другим путем. Собственно, у меня тазобедренные проблемы не из-за ревматологического фактора. Мои тазобедренные проблемы из-за того, что у меня гипермобильность суставов. Собственно, как определить гипермобильность суставов, если вдруг вам это интересно? Если вы выгинаете, вот давайте я так развернусь. Если вы, когда выгинаете вот так руку, у вас как бы ваш локоть идет внутрь, то есть он вот сюда идет, вот прям сильно, не знаю, как это показать, то это указывает на гипермобильность. Когда вы держите руку вот так и можете наклонять ее так, это гипермобильность. То есть при нормальном вот такого быть не должно. Типа это не норма. Кстати, у меня что-то рука болит. Дальше. Как-то она мне еще делала про 90 градусов. Сейчас. То больно. Вот. Если у вас, по идее, так мизинчик типа дальше вот так вот не должен вставать, потому что это считается гипермобильностью. Потом, тут уже меня не будет видно, но все же. Значит, у нормальных людей ноги вот так. У меня ноги вот так. Соответственно, вот эта часть, она выходит за предел, то есть туда-назад. Не знаю, как это правильно объяснить. Это тоже указывает на гипермобильность суставов. Собственно, сейчас будут в кадре мои ноги, потому что их тоже нужно разминать. И пока я вам буду рассказывать дальше.
В общем, после того, как я получила направление к ревматологу, я сходила к ревматологу и сдала, во-первых, я сдала анализы крови, они сейчас появятся на экране, я их добавлю. На самом деле это очень классно, потому что эти анализы я посчитала отдельно, они выходят примерно на 4000 крон, а я их получила бесплатно. Плюс мне сделали рентген тазобедренных суставов вот в этой части, в раскрытом и в закрытом положении. Мне сделали рентген моего челюстного сустава. Это когда ты вот так вот фотографируешься, во-первых, в закрытой части, и второй в открытой. И они смотрят, куда идет твой сустав. То есть в норме твой сустав, он как бы вот так вот ходит. У меня сустав, он делает вот так. Он как бы выходит за пределы кармашка. Такого быть не должно. И, собственно, из-за этого у меня подвывих нижней челюсти. Вот. И после того, как я сделала все вот эти рентгены, сдала все анализы, я пошла снова, 3 недели, кстати, я ждала, я пошла снова к ревматологу, и ревматолог сказала, что у меня кокс-артроз тазобедренных суставов, то есть начинающийся артроз. Я не знаю, я вряд ли смогу, давайте попробую поставить микрофон, сейчас я выключу вот так. Попробуем, если вы будете слышать звуки того, как звучит кокс-артроз. Давайте попробуем, если нет, я просто вырежу этот момент. И сейчас я вам покажу челюсти, надеюсь, тоже будет слышно. Давайте поближе, чтобы вы не думали, что я чем-то там щелкаю. И если вы посмотрите прямо на меня, скорее всего, вы тоже это увидите. Когда я открываю рот, у меня немножко челюсть уходит в сторону. По крайней мере, так было всегда. И я вижу, как у меня немножко при разговоре челюсть уходит в сторону. Давайте посмотрим. Значит, я его сейчас открываю и закрываю. Вот, я с вами на видео узнаю, собственно, было там что-то или нет. Значит, после того, как я узнала все свои результаты и пришла к врачу, что мне сказала врач? Врач мне сказала, что мне ни в коем случае нельзя делать йогу, потому что йога – это те моменты, когда твои суставы нестабильны, и ты можешь сделать чересчур. У меня подвывих этого плеча тоже есть. Я не знаю сейчас, если в сидячем положении так будет или нет. Если что, я вам приложу фотографии, потому что у меня он иногда выпадает, иногда нет. Я сейчас ровно подниму руки, и вы посмотрите на мои плечи. Опять-таки, я не знаю, как сейчас поведется плечо, если что, фотки приложу. Собственно, я когда вот так вот поднимаю плечи, у меня правое вот это плечо должно быть треугольником, а это должно быть ровным. Но я не знаю, как сейчас. Давайте вот так. Если нет, показываю фотографию. Собственно, я не вижу себя, не могу сказать. У меня был подвывих этого плеча, и он у меня сохраняется, и периодически он у меня появляется. Поэтому с плечами нужно быть максимально осторожным. Кстати, еще гипермобильность определяется тем, когда вы вот так вот руку. То есть, по идее, когда вот так вот рука далеко уходит, это уже не норма. Вот. Собственно, мне сказали, что йогой мне заниматься нельзя. Можно заниматься пилатесом, но обязательно под присмотром какого-то специалиста, чтобы, опять-таки, я себе не навредила. Дальше. Мне строго запрещено скакать на лошади, если так можно выразиться. Честно, в мое последнее время разминка выглядит просто как разминка какой-то бабушки. Кстати, а вы можете одновременно в разные стороны это делать? Это сюда, а это назад. Мне кажется, я делаю какую-то фигню. Вот. Давайте сейчас чуть разомнем. И вот эти суставы тоже нужно размять. Кстати, мне дали направление ревматолог. Дал направление на реабилитацию. Это будет 8 процедур, где меня научат, как правильно мне нужно обходиться с моими суставами, что можно делать, что нельзя. Вот так делать нельзя, но иначе мое плечо на место не встает. Дальше давайте немножечко спинку сейчас повыпрямляем. В общем,
Подождите, я забыла, как это делается. Вспомнила. Вот так. Значит, здесь мы скрещаем руки. Давайте я вас в серединку перетащу. Вот. Собственно, у меня будет реабилитация. Это будет 8 процедур, которые должны, по идее, помочь мне с суставами и которые должны поддерживать суставы в приятном положении, которые не будут им вредить. И, как правило, там должны меня научить тому, как правильно с ними обращаться. И потом я уже должна буду эту зарядку сама делать дома. Что мне показано? Максимально здесь руки были вот так, теперь руку меняем. Что мне было показано, это 100% ходить в бассейн обязательно, заниматься велосипедом. Собственно, здесь уже идет другая информация. Информация о том, что я хочу себе купить карту мультиспорта. Сюда же, да, идет рука. Карту не купить, а сделать карту мультиспорта, чтобы я могла ходить в бассейн гораздо дешевле, чтобы не платить мне за вот эти вот процедуры, потому что обычно бассейн это 300 крон, а так он по мультиспорту будет бесплатным. Собственно, я с марта начинаю ходить в бассейн, потому что это нужно не только для моих суставов, это еще нужно для лопатки, потому что ортопед поставил мне дисфункцию лопаток. Короче, получается так, что когда я лопатки должны начинать уже действовать вот здесь, но когда я руки поднимаю, они не действуют, они включаются только вот здесь. То есть это не норма, лопатки вот в этой области тоже должны действовать, потому что в противном случае идет нагрузка на суставы, что опять-таки мне по ревматологу, по моим суставам противопоказано. Вот, поэтому я с марта месяца собираюсь идти в бассейн. После того, как я оформлю себе карту мультиспорт, я планирую начать ходить в спортзал, но я хочу взять тренера, чтобы он смотрел за тем, какие упражнения я делаю, что мне можно делать и что нельзя. Вообще, наверное, самое главное, чего я не сказала, это то, что как я, собственно, попала к ревматологу. Самое главное, наверное, я не сказала прям всех нюансов, как попасть к ревматологу. Я как бы так в 2 словах объяснила. Смотрите, когда у вас есть какие-то проблемы, и вы чувствуете, что у вас есть что-то с суставами, не ортопед, но ортопед еще может быть. Ревматолог, здесь в Праге, по крайней мере, есть один самый главный ревматологический устав, который этим занимается, и туда без направления хер попадешь. Соответственно, тебе обязательно нужно направление либо от стоматолога, либо от терапевта, либо от любого врача, который даст тебе направление к ревматологу. После чего вам нужно позвонить в ревматологический устав и сказать: здравствуйте, я хочу записаться, вот мое направление, и они вам дают окошко. Мне дали окошко спустя... Я записывалась с июля, и попала я к ним в январе. Соответственно, сколько там, 6 месяцев я ждала, 7 месяцев я ждала. Вот, и потом уже они как бы записывают. И то иногда они просят какие дополнительные анализы, но это все фигня собачья, потому что они должны это все делать сами. Если вас попросили, то вообще не верьте им. И ревматолог меня, собственно, отправил обратно к моему этому стоматологу, стоматолог-хирург по челюсти. И завтра я иду к нему, чтобы он мне сказал, что у меня. И я хочу у него получить шину. Шина — это такая специальная типа а-ля капа на ночь, в которой твой сустав не будет перегружаться, потому что я, когда сплю, я сжимаю челюсть, и мой сустав из-за этого нагружается. Вот, а я не хочу без челюсти, знаете, остаться раньше времени. Поэтому пойду к нему за капой и буду уже выяснять. Опять-таки, все случаи, они индивидуальны, и не нужно следовать именно моему примеру, но суть в том, что к ревматологу попасть можно, и я бы сказала, нужно, чтобы у вас не было никаких проблем. Вот так делать нельзя. Видите, у меня сустав, он уходит назад. По идее, нога должна быть вот так максимально. А в йоге ты ногу все равно выпрямляешь, и сустав напрягается. То есть нужно обязательно контролировать, чтобы твое колено не уходило назад. Вот, поэтому завтра я иду за капой. Ревматолог сказал, возможно, если вы хотите прийти через полгодика, я начну заниматься бассейном обязательно, начну ходить в спортзал.
И буду делиться с вами вообще, что есть. Ограничения в еде – это фастфуд и жирное, это сладкое и мучное, это алкоголь и кофеин в больших дозах. Потому что это влияет на сустав, это разрушает суставы. Поэтому будьте максимально внимательны к данной еде. Благо я этого не ем. И благо я сейчас, видимо, не зря, знаете, начала проходить этот марафон, челлендж 100 евро в месяц. Поэтому я надеюсь, что эта информация была вам полезна, она не была сильно сумбурной. В любом случае, за большей обширной информацией всегда можете обратиться в интернет, посмотреть, какие вообще есть симптомы, посмотреть, что на что влияет. И будьте внимательны, если что-то щелкает, возможно, это повод обратиться к врачу. Пусть лучше он вам скажет, что вы в порядке, нежели вы потом что-то плохое узнаете. Вот. Меня, конечно, скоро начнут думать, что я просто помешана на врачах, но это моя, так сказать, зона моей безопасности. Поэтому я желаю вам удачи. Спасибо, что вы посмотрели этот ролик. Разминка легкая. Я делаю такую разминку обязательно каждый вечер, если у меня, допустим, нет времени, либо я очень много сидела. Плюс я смогла записать это видео и могу спокойно пойти монтировать и не корить себя за то, что я ничего не записала. Пресс, жопу ничего не качаю, потому что я пока не знаю, как это правильно делать, можно ли мне это делать, либо нужно делать какие-то там другие махинации. Вот, так что до встречи в следующих роликах. Не болейте, все будет хорошо, никогда не переживайте и совсем справимся. Всем чао-чао.